Всем привет, меня зовут Нина Заславская. В этом выпуске мы разберем самые частые ошибки в пудровых бровях. Спасибо большое, что присылаете свои работы. Также напомню вам, что если вы хотите, чтобы я разобрала именно вашу работу, присылать их нужно в телеграм-канал. Ссылочку я закреплю в описании. Также, когда вы перейдете именно в мой телеграм, там есть в закрепленных, куда нужно присылать. Пожалуйста, туда высылайте и ждите свою работу в новом выпуске. Ну а мы перейдем к разбору. Итак, первая работа, которая мне очень нравится, хочу похвалить мастера, очень красивый градиент, красивая верхняя граница, пудровая, нанесение поверхностное, цвет выбран правильно, то есть он такой вот тепленький и заживет, я думаю, красивым коричневым цветом. Единственное, что я бы поправила, это вот эта линия в самом начале, я бы сделала немножечко ее полегче, чтобы она растворялась ближе к переносице, так будет еще нежнее взгляд, не очень красиво, когда такая линия ровная и достаточно яркая доходит прямо до переносицы. Ну а в целом работа просто шикарная. Итак, следующая работа. Здесь мы видим коллаж до-после. Кстати, я бы хотела обратить внимание на обработку. Немного так замылена кожа, и обработка достаточно бросается в глаза. Я бы все-таки обратилась к профессиональному ретушеру, потому что не устану повторять, обработка сейчас наше все, и кадры, которые мы выкладываем в Инстаграм на своей страничке, должны быть просто идеальные и красивые. Ну и, конечно, комментарии по работе. Я бы сделала полегче вот эту нижнюю линию, как и в предыдущей работе, мы видим, что линия прям доведена такой жесткой, яркой линией до самой переносицы. Ее бы я сделала чуть посветлее. Также есть пробелы на апексе, их нужно закрасить. Пробелов не должно быть, конечно, это влияет на дальнейшую зажившую работу. Как вы прокрасите равномерно, так, скорее всего, и заживет. Ну и верхняя граница немного имеет в себе пробелы. Если мы вот так вот приблизим, видим, что есть дырочки и неровности. Это нужно прям более тщательно просматривать. Также не хватает пудры, верхняя граница достаточно так резко читается, а сейчас современная техника предполагает собой, чтобы верхняя граница была такая растушеванная, легкая, а вот как раз нижняя более четкая, как сделано в этой работе. Кстати, возможно, мастер просто не разглядел эти пробелы. Я скажу вот такой небольшой лайфхак, можно просто воспользоваться вторичной анестезией, но, конечно, под конец процедуры лучше ее не наносить, потому что в состав анестезии входит адреналин, который останавливает сукровицу и немножко так подсушивает бровку, образуя вокруг такую белую рамочку. Поэтому в процессе процедуры в середине, либо же после первого прохода вы спокойно можете использовать вторичную анестезию, ну и она больше подпроявит ваш эскиз и покажет, где у вас есть пробелы, либо же они отсутствуют. И в предыдущем ролике с Ромой он как раз использовал анестезию именно для того, чтобы проявить свой эскиз после первого прохода, потому что когда совсем маленький остаток и вы потеряли эскиз, можно воспользоваться вторичкой и спокойно отыскать его, восстановить форму и сделать второй проход. Ну что ж, перейдем к следующей работе. Здесь мы видим фото клиентки. Вижу, что мастер воспользовался ретушью. Неплохая ретушь, но я бы еще убрала немножко красноту вокруг бровей. И как раз говорила про рамочку вокруг бровок, да, выбеленную. Вот она вокруг бровок, и немного она так выделяет бровь, делает ее ярче, контрастнее, поэтому я не советую пользоваться вторичной анестезией под конец процедуры. Можете лучше воспользоваться каплями для глаз акуметил, накапать прям на кожу, на бровку, подержать минут 5, можно прям пленочкой закрыть, и краснота уйдет из кожи, из брови, не будет вот такой выбеленной рамочки, не будет красноты на контрасте, и даже обработать будет вам работу свою легче. Ну и опять же мое любимое, вот эти клювики, да, вот эти резкие переходы в начале. Линию мы должны растворять и делать вот этот кусочек, сантиметр, последний сантиметр бровки прозрачным, невесомым, чтобы он растворялся в воздухе. То же самое и по верхней граничке, хотя верхняя граница достаточно легкая и не имеет четкости, можно было добавить еще немножко легкости и пудры. В целом работа мне очень нравится. По поводу фотографии, комментария тоже, да, можно вот
как-то немножко размыть фон, чтобы не было каких-то ненужных предметов и фон был однотонный. Переходим к следующей работе. На самом деле хочу вас похвалить. В этот выпуск все работы очень хорошие, есть небольшие доработки. Как видите, я всегда найду к чему придраться, но я думаю, это очень важно, потому что мы должны идеализировать свою работу и докапываться до каждой мелочи. Тогда наши работы будут просто шикарные. Ну и комментарии по работе. Классная, красивая работа. Есть небольшое покраснение, но при заживлении, я думаю, будет очень хороший цвет. И мастер попал по колористике именно в цель. Взяв пигмент на такой светлой желтой основе, бровки будут очень нежненькие. Единственное, может быть пробел вот в этом месте. Немножко можно бы было еще нанести пару таких полупрозрачных слоев, но их также можно доработать на коррекции, это не проблема. По поводу фотографии, эту девочку можно было бы очень красиво сфотографировать, опять же, на однотонном фоне, либо это сидя фотография, как здесь, либо же положить девочку на белую простынь, либо же черную однотонную. И также макрокадры красивого градиента тоже приветствуются. Открыла следующую работу, и это просто вау, мне она очень нравится. Кадр просто шикарный, фон однотонный, черный. Мастер еще здесь вот такие бусинки приклеила. Очень красиво, прям мастеру респект. Большая молодец. Работа по качеству просто красивая, пудровая, легкая, воздушная. Правда, не к чему придраться. Желаю этому мастеру удачи и покорять вершины, участвовать в чемпионатах. У вас все получится, работа действительно очень хорошая. Ну и последняя заключительная работа. Сразу видим, что она сделана на макрокамеру и красивые удачные камеры. Единственное, к макрокадрам нужно прям еще тщательнее подготовиться. Что я имею в виду? Убрать вот такие вот ненужные волосочки, которые выходят за форму, потому что их становится еще больше заметнее, да? Ну и также можно воспользоваться корректором. Я рекомендую вам корректор Dior. Прикреплю к этому видео вот сюда инфографикой. Очень классный корректор, подстраивается по тон кожи, его не видно как замазку, тоналку, и прекрасно скрывает вот эти недочеты на коже. И делает вашу бровку прям снизу четкой-четкой, создает такой визажный эффект на фотографии. В общем, я всегда использую этот корректор для фоток, поэтому кому надо, пользуйтесь, я надеюсь, вам пригодится. Ну и корректором я подвожу вот эту нижнюю линию ровно-ровно, и она у меня прям на контрасте очень классно, красиво выделяется. Также я бы этот кадр обработала, убрала покраснения вот эти, да. По технической части можно было сделать нижнюю часть бровки еще почетче, поровнее. Ну и сделать акцент именно на апексе. Есть немножечко вот здесь пробелов, буквально немного доработать эту бровку, и была бы просто шикарная работа. Ну что ж, вы досмотрели это видео до конца, значит, у вас никогда не будет пробелов в ваших шикарных работах. Пока-пока!